Сейчас мы в саду в районе Маргаритас и убираю вот такую крупную коронейку и ее именно засолю просто солью, без рассола. Район Маргаритас, солим оливки. И сейчас я привезу вот эти оливки домой и засолю. Есть такой магазин Axol Thrumbus. Это именно оливки, которые солятся без рассола, просто крупная соль. И в каком-то проветриваемом месте они периодически перемешиваются, как соль растворится, оливки готовы. Вот я уже один замес поставил, стоит у меня на балконе, там более мелкий. Но сейчас соберу более крупные, сорт коронейки, и попробую засолить. Летом, кто туристы будут у меня, угощу. Вот так. Вот это вот в таком виде у меня на балконе солятся оливки. Работая зимой на оливках, я подыскиваю интересные места, чтобы показать вам, друзья, летом. Ищу деревни старые. Вот в этом районе, мы сейчас в районе находимся Маргаритас, где-то в 5 километрах. Вот. Тут вот пару деревушек нашел в прошлом году, таких интересных, колоритных, уже делал видео, заходил. Вот сейчас тоже вот работая в саду, буквально вот, я не обратил внимания, а мне вот показали местные, что вот это вот место тоже очень старое. Это место, где раньше мололи, перерабатывали зерно. Ну вот, друзья, мама кормит ягненка, видите? Где-то 2 дня не очень хотела кормить. Сейчас кормит. Моя подружка. Уже знает меня, как подъезжает моя машина, летит. Ну вот такие вот мешки. Если это тканевый, это мешковина, то мешок можно набить, особенно если влажно, смотря какие оливки, может даже весить 60 килограмм. Вот в прошлом саду, который я вам показывал, где много оливок, говорил, что хороший урожай. Причем каждый год практически хозяин с сада 220 деревьев собирает, короче, около тонны и немножко больше масла. В этом году собрали с того сада 120 вот таких вот мешков. И получили 1320 килограмм масла.
Сейчас мы работаем в саду прямо над Перома. И рядышком вот такой старый сад. Это называется Хондроса лес. То есть, ну, если по-русски сказать, старая олива. И вот таких оливковых деревьев на Крите становится все меньше, потому что с ними очень много работы. Люди переходят на сорт Коронейка или сорт Суната. Невысокие деревья, с которых можно оливки сбивать машинками. Но, тем не менее, вот мы видим такой сад. И как с такого сада собираются оливки. Хотя я вам уже рассказывал, но с такого сада, значит, оливки собираются следующим образом. Под этими деревьями сетка лежит всю зиму. И по мере созревания оливки падают, и уже с сеток периодически, там не знаю сколько работников, раз в неделю собирают оливки сеток, а дальше то же самое везут или на переработку, или вот этот хондроя лес очень часто солят, потому что оливки немножко крупнее. Для сравнения, вот это вот сорт деревьев Коронейка. И вот тут у нас рядышком сад хондроя лес, так сказать, старых оливковых деревьев. Вот они идут. Вот к деревьям закреплены сетки, которые на зиму расстилают. Старый сад. На Крите есть очень старые оливковые деревья, которым около 3000 лет. Я в районе Спили знаю пару деревьев, которым около 2000 лет. Ну и мы находимся сейчас в районе Перома. Маргаритас. Мне сказали, тоже где-то есть большое дерево. Еще никак не узнал дорогу туда. Тоже хочу подъехать посмотреть. Интересный способ сажать капусту. Впервые вижу. С оливковыми деревьями тоже не все так просто. Есть и заболевания, и всякие вредители. Одним из самых главных вредителей является такая так называемая муха Дакос. Это небольшая муха, я уже о ней рассказывал, показывал. Вот. Небольшая муха похожа на обычную, может в 2 раза меньше, треугольные крылышки. И вот эта муха прокусывает, ну, это летом, когда оливочки совсем маленькие, она прокусывает оливку, откладывает там личинку, и потом получается, в общем-то, как червивая оливка. Вот. К примеру, 2 года назад, ну, процентов 80 урожая Крита вот это вот сожрали мухи и дакос. Понятно, что это нужна государственная программа, от чего этот дакос и развивается. Ну, говорят, очень важно вот этот период, когда, кстати, уже совсем, сейчас мы собираем конец февраля, практически март, уже через 1,5 месяца уже будут цвести оливы. То есть собираем, считай, через месяц практически все будет цвести. И вот очень важный вот этот первый момент, когда только зацветает, появляются первые вот эти оливочки, очень важна температура. Вот, по-моему, не помню, по-моему, надо, чтобы было жарко постояло. Сейчас мы видим вот такой самый простой метод. Конечно, надо большие государственные программы, но как местные борются вот с этими вредителями. Это вот такая бутылка, видите, с маленькой дырочкой. И внутри залита сладкая вода. Вот, они летят, мухи туда залазят, а обратно вылезти не могут. Вот они там плавают, видите. Вот даже, в принципе, и внутри и видно нам дакос. Вот они. Немножко как раз увеличенный. Небольшой ветер, но сейчас мы видим вот дакос внутри. Вон муха, видите, попала. Вот такой вредный дакос. Друзья, кто видел вот такой вот щавель? Громадный мегало
Смотрите какой. Как опахало щавель. Вкусный? Жалко выкидывать. Благодатный Крит. Щавель как деревья растет. Пони вялятся, оливки, ну я бы сказал вяленые. Старую майку, ну чистую, засыпал, все это закрыто и периодически перекручиваю, чтобы они перемешивались с солью. Потому что какую-то, если брать другую емкость, надо, чтобы они как-то дышали. Тоже все по-моему, получается. Это оливки, которые еще раньше я собрал, они такие более мелкие. Вот, но что интересно, эти дольше стоят, но еще горечь остается, ну кушать можно. А последние, вот только что предыдущий показывал, с зеленой майки, я их позже собрал, но они уже вкуснее и не горькие. Летом туристический сезон, кто приедет, обязательно угощу. До этого я их уже вымочил. И вот это вот у нас по центру банка, это самая крайняя. Помните, которую я первый ставил в морской воде? Они у меня постояли 2 месяца. Я их достал, они мне показались такие же горькие. Вот, я их потом опять стал промывать около 2 недель в обычной воде, а потом все-таки опять засолил в морской воде и добавил немножко соли. Вот сегодня мы их и попробуем. В принципе, я понял, что в соленой воде морской можно засолить, только надо ждать дольше, оказывается. Надо ждать, ну, там, может быть, и 2, и 3 месяца, и 4. Не так все это быстро. Это вот у меня вот такая вот вкусовая бомба. Это, ну, будем сказать, не ракомела, так как ракомела это на меду, а это портокомела на апельсинах, настойка. В основе раки.